Друзья мои, всем огромный привет! Приветствую вас на своем канале. Смотрю на свои хои и конкретно вот на эту красавицу. Это хоя манипуренсис фила. И знаете, она у меня решила процвести. Во многих пазухах она у меня растит бутоны. Вот видите? Вот бутоны. И я смотрю на нее и на эти бутоны. Очень красивый листик у нее, смотрите. И у меня такое ощущение, что ее нужно отнести не к хоям, а скорее к дисхидиям. Я так понимаю, что вот это уже не бутон, это уже цветочек. Посмотрите, какая прелесть. Утонченной формы. Конечно же, аромат я не чувствую. Возможно, какой-то еле уловимый для нашего обоняния аромат и присутствует, так как любое растение привлекает при помощи цветочков насекомых. Но конкретно я вот рядом нахожусь, не чувствую никакого аромата. В общем, удивительная хоя, которая очень долго пыталась адаптироваться в моих условиях. Наконец-то, можно сказать, так как она зацвела, это случилось. Я все еще пытаюсь научиться ее. Вот видите, сколько здесь бутонов. Прям вау-вау. Пытаюсь научиться ее укоренять, но пока у меня это не сильно получается. Возможно, я выбираю неправильные варианты для укоренения. В общем, пытаюсь. На сегодняшний день черенок укореняю в тепличке в перлите. Посмотрим, что из этого выйдет. Другие мелколистные у меня в перлите получается укоренять на ура. Так, показала вам бутончики этой прекрасной хоечки. Ну и покажу сейчас вам клеменсиорум, который тоже в очередной раз собрался цвести. Ну, вот такой зонтик из бутонов. Но вы знаете, это не единственный зонтик. Клеменсиорум Индонезия выдал у меня ус. Вот он. В начале весны появился вот здесь в пазухе листа. И пошел наверх. Вот его ус. Вальяжно здесь устроился на лампе. И вот здесь, посмотрите, еще один цветонос. И что-то здесь у цветоноса, кто-то здесь, возможно, какой-то мотылек, знатоки скажут. В общем, чья-то, я думаю, что это чья-то кладка. Чья-то кладка какого-то насекомого. Видите? Жизнь, так сказать, кипит. Либо это что-то выделяет сам клеменсиорум. Но очень похоже на кладку. Клеменсиорумы интересные. Очень часто жадные на листочки. Выдают усы. Вот я этот ус закрутила. Нету листиков, но постоянное цветение. Обратите внимание, какой цветонос. Видно, что он уже не единожды процветал. И вот сейчас у меня такое состояние на хоях. Они собираются цвести. Например, вот здесь. Акута вариегата тоже. Здесь бутонов много, потому что есть целых 3 корзинки. В конце видео постараюсь вам показать именно уже цветущие эти корзинки. Но это так забавно. Очень классная акута. Я вам скажу, первое время вообще отказывалась расти эта дама.
Но вот сейчас весной выдала новый ус. И я смотрю, что здесь на усике сформировала, вернее, начала формировать тоже еще один цветонос. Представляете? Вот такая вот характерная черта для хой. Выбрасывают усик, цепляются где-то. Ну, в данном случае она просто вот опору себе нашла, стремится к стене, как и клеменсиорум. И после этого выдает цветонос, вернее, даже не после этого, а во время роста усика выдает цветонос с бутонами. А про листья мы подумаем завтра. Так что вот так. Здесь у меня еще каудата тоже собралась цвести. У нее здесь это каудата Silver Splash, каудата Orange Gold у меня уже отцвела. Теперь они друг друга сменяют. Бывает, очень часто совпадает у них цветение. Ну, не так часто, чтобы вот сравнить. Вот на сегодняшний день нету цветоноса у каудаты Orange. Девочки, я не знаю, посмотрела видео про каудаты с Тайваня, блогеров тайваньских. Кто-то называет, что мне написали, что у меня каудата не Orange Flower, а каудата Orange Ачих. Но я посмотрела видео с Тайваня. Ой, я аккуратно здесь пытаюсь никого не уронить. И, в общем-то, каудата, которую мне сказали, что Ачих, якобы моя, у моей вот такие листья. Сейчас я вам покажу, там есть еще красивее. Тут фаленопсис среди хоечек. А у каудаты Ачих абсолютно другой окрас листьев. Они просто такие больше похожи на Суматру, без пятнышек. И просто у них розовый загар. Но у них нет такой красивой окраски листа, как у Gold или Orange Flower. Мне кажется, Orange Flower и Gold это одно и то же. Вот так моя каудата уже здесь разрослась. Цветонос, я вам показывала цветение этого цветоноса. Уже все цветение было такими красивыми оранжевыми звездочками. Уже все, уже нет, уже отцвела. Но я вам скажу, что это совсем не Ачих. Кто сомневается, погуглите, и вам появится фото именно каудаты Ачих. Да, у нее тоже крупный достаточно лист, но немножко другая форма и другой окрас. Так, здесь у меня не на шутку разошлась моя Калистофила калимантан. И вы знаете, где-то я видела еще один цветонос. У нее новые усы, видите, в одну сторону, в другую сторону. Там где-то я видела новые листики. В общем, она молодец. Очень эффектная, красивая хоя. Вообще, вот, я нашла, девочки, под листиком. Вон второй молоденький цветоносик. Это будет новое цветение на только формирующемся цветоносе. Мне нравится, как пахнет именно Калистофила калимантан. Умница, умница, красавица. Так, ундулата моя отцвела. Один черенок уехал. Покупатель у меня был на ундулату. Я решилась, срезала черенок, что делаю очень редко. Смотрите, она, по-моему... Ой, сейчас, ребята. Она, по-моему, хочет вновь цвести. Да? Она опять формирует цветение. Вот почему не надо обрывать цветоносы у хоечек. Так, и кто у меня здесь еще собрался цвести? Ну, это красавец
ничем не хуже по расцветке листьев, это, конечно же, Финлейсони. Вот такая у него корзинка с бутончиками. И бутоны прям формируют правильной формы шар. Обалденные. Обалденные. И смотрите, растит ус, который закрепился на Абавате вариегате, которая тоже надумала цвести в очередной раз. То есть это какой-то летом, это просто какой-то процесс. Вот, смотрите, вот. Это какой-то неуемный процесс. Если уже есть цветонос у хвои, то все. Пиши пропало. Вот здесь еще, девочки. И вот здесь еще. И это не все, я вам скажу. Опускаемся ниже. И здесь. Вы считаете корзинки? Здесь вроде нет. Недавно цвела где-то вот здесь. Не вижу я цветонос. Возможно. А, нет, вот он. Вот он. Боже мой, что-то я сбилась со счету. Сколько же цветоносов у этой великолепной хвои. Сейчас я вам скажу. 1. 2. Здесь, по-моему, только... Нет, тут ничего нет, но цветонос есть. Вот из активных 1, 2, 3, 4. Вот здесь еще маленький. Ну, в общем-то, 5, да, 6, 7 активных цветоносов. О, мамочки. О, мамочки. Это капал нектар во время предыдущего цветения. В общем, короче говоря, все молодцы. Все просто великолепны. Так, ну и, конечно же, мой красавец, любимчик. Мой любимчик Гунингадинг. Он сейчас, как я вам и говорила, уберу его с яркого света, и у него немножко уйдет загар. Но он здесь, вроде как света ему тут не сильно много, но так в утренние часы попадает свет. Он здесь очень неплохо растет. Все-таки хвои любят полутень. И он здесь... Где? Он здесь цветет. Да, он здесь цветет. Это уже корзинка, я так понимаю, закрывается. Обычно вот так корзинки в конце цветения складывают свои лепесточки. Ну, красавчик. А вот корзинка, которая еще только набирает обороты. И смотрите, как интересно. Да? Расходятся цветочки в разные стороны, а серединка еще будет доращиваться. Удивительный тоже вид. Хоя Гунунгадинг. Гора слоновой кости в переводе с тайского. Усище растит. В общем, красивая хвоя. Не знаю, но мне кажется, что эта хвоя просто обязана быть у каждого любителя хвой. Сейчас еще слышала, что появилась серебристая форма этой хвои. Но мне кажется, что вот достаточно и вот такой красоты, которая загорает и становится прям шоколадная. Очень я ее люблю. Собак Бьюти там чего-то формирует в очередной раз на своих корзинках. Тоже будет цвести. У нее, кстати, у собак Бьюти цветение похоже на цветение калистофилы и финлайсони. В общем, но мне нравится ее лист. Знаете, если те крокодильчики финлайсони и калистофила, то это черепашка. Тоже
Моя любимая Хоя. Ой, знаете, радуюсь и тихонечко радуюсь вот этой красоте. Латифолия Pot of Gold. Я вам рассказывала, после прошлогодней обрезки она на меня обиделась и очень долго вообще свои точки роста не активировала. И вот весной, даже в конце зимы, наконец-то открылся портал и появился усик новый. Так что не дышим и ждем ее красивые листвы. Она растила, она не просто стояла, она растила листья, но как-то вот капусточкой снизу, а усик не давала. И вот наконец-то дала усик. Посмотрите, какая красота здесь, трехцветная. Новые листья вот такой имеют окрас. Это карноза триколор. Если иметь у себя в коллекции карнозу, тоже, если вот нет места, и вы можете себе позволить только одно растение, и вы хотите карнозу, которая вот тоже будет цвести, возможно, а возможно и нет. Нет, пока не собирается. Очень красиво. Карноза триколор очень эффектно цветет. У нее такие красивые, обалденно пахнущие розовые корзинки с цветами. Вот когда вот такие листья на ней есть, и эти красивые корзины цветущие, это такая красота невероятная. Мне она очень нравится. Вы знаете, она действительно супер. Есть еще рубра. Девочки, подскажите, знатоки, рубра это то же самое, что и карноза триколор? Это ее второе название? Или рубра чем-то отличается? Я вроде так посмотрела. Вот смотрите, какой интересный новый лист. Да? Я посмотрела, мне показалось, что много у рубры и у карноза триколор много общего. Я не видела цветения, но мне почему-то показалось, что это одно и то же растение. Очень часто разные названия у одного и того же вида бывают. Так, уже отцвела, но чертовски вкусно пахло. У меня здесь кранхиниана. Ой, это, это же хишкелиана, а не кранхиниана. Кранхиниана тоже у меня Black Leaves отцвела. Это хишкелиана варигата. Где-то здесь были корзинки, и стоял такой смачный аромат йогурта. За это я ее люблю. Одна-две корзинки, и вы обеспечены ароматом йогурта по вечерам. Так, и что я хочу вам показать. У меня вот такая вот моя когда-то давняя хотелка. Я очень хотела эту хою, прям очень-очень. С такими интересными. Сейчас, девочки, я ее сниму, она тут на подвесе, чтобы было виднее. Моя хоя ротундифлора. Меня когда-то очень впечатлили ее формы. Форма листьев меня очень впечатлила. Это такие, видите, прямоугольные, плотные, текстурные листики. И я раздобыла черенок. И вот она у меня очень долго сидела без всякого движения, ну, наверное, больше года. И потом, как пошла растить свои в разные стороны усики, она прям разрослась. И вы знаете, что у нас сейчас ожидается? У нас ожидается цветение на 2 цветоноса. В общем-то, так интересно, как она будет цвести, будет ли она ароматить. Тут вот еще один цветонос, но не случилось цветения. Новые листики такие темные. Так, хочу аккуратно, чтобы она не испужалась, не расстроилась и не сбросила свои цветущие вот эти корзинки. Смотрите, прямо на самых краюшках, да? Невероятно. Такие вот бутончики. Так, возвращаю обратно. Здесь мне муж сделал такой классный подвес. Давайте мы сейчас поближе посмотрим. Вот.
такие вот бутоны. Очень жду. А посмотрите, какие интересные. Зарождаются маленькие листики. В общем, она клевая. Она мне очень-очень нравится. Очень интересная. И вы знаете, у многих она темно-зеленая. Если она растет под плохим освещением, вот это вот у меня, видите, немножко темнее, потому что от окна подальше. А эта часть посветлее, потому что ближе к окну. В общем-то, жду с нетерпением ее первого цветения в своих условиях. А здесь, смотрите, и молодой листик, усик, и цветоносик. И покажу вам сейчас еще одну, которую постоянно забываю, как звать. Она тоже готовится к цветению. Есть у меня вот такая хоя, которая вообще не хотела расти. Она и сейчас не особо растет. Ну как не растет? Она этой весной выдала вот такой длинный-длинный ус. Посмотрите, какой длинный. Где он там ушел? А, вот так висит в воздухе. Вообще он, конечно, тут был прицеплен на фаленопсис. Ну ладно. В общем-то, листья не растит, ус выдала и готовится к цветению. Я не помню название этой хои, но знаю, что она цветет такими желтыми красивыми колокольчиками. Вот здесь конкретно их 5. И ниже тоже цветонос. Ну и здесь тоже, наверное, чуть больше, 6. В общем, интересно будет посмотреть на ее цветение. Вроде как такие желтые, нежные колокольчики. И я все время забываю, как ее звать. Видите, ей что-то вот, как-то вот ей что-то не нравится. То ли я ее заливаю, видите, у нее такое пожелтение на листьях, то ли ей сухо в квартирных условиях. В общем, посмотрим. Если найду, подпишу вам. Ну, в конце видео покажу цветение. Что-то, ребята, недолго музыка играла. Ну вот, эти уже 2 колокольчика отцветают. Кто-то еще не открылся, кто-то открывается. Ну, прикольный. И вы знаете, мотылялся ус, бился об облаказию. И вот здесь вот это красивое облако еще не распустившихся бутонов осыпалось. Ну, это моя вина, потому что я не закрепила. Ничего. Любуюсь пока вот этой симпатичностью. Такой, видите, цвет. Не совсем желтенький, но такой, с зеленцом. Такие вот интересные колокольчики. Единственное, их неудобно рассматривать. Давайте поближе посмотрим. Заглянем, так сказать. Вот отцветающие вот так выглядят. Вот только открылся, и вот бутончик еще. То есть они не одновременно открываются. Но это первое цветение. Сделаем скидку на первое цветение. Но хотелось бы, чтобы они сразу открылись. И чтобы была такая, знаете, чтобы был зонтик открывшихся цветочков. Такая няшка интересная. Ну, очень интересное цветение у этой хвои.